Всем привет, меня зовут Мира. Добро пожаловать на мой новый влог. В этом видео я поделюсь с вами кусочками весеннего уюта, выпечкой лимонного печенья, какими-то простыми радостями, мыслями и последними неделями учебы в университете. Надеюсь, вам понравится это видео. Приятного просмотра. Castle walls, fine silky clothes. Looks great for sure. Skilled in his manners, brave in his tone, he can do it all. Gifts in his chamber, all from afar. Still he feels alone. Всем привет! Сегодня суббота. Мне захотелось поделиться с вами какими-то апдейтами, моими мыслями с наступлением весны. У меня сейчас осталось буквально 2-3 недели до окончания семестра в университете. Мы заканчиваем очень рано, в середине апреля. Мне нужно готовиться к экзаменам, но при этом у меня такое какое-то подавленное состояние. С одной стороны, кажется, что вот наступает весна, все расцветает, но на самом деле у нас не расцветает, у нас даже еще не было тепла и не растаял весь снег. У нас очень затяжная зима, и меня это каждый раз очень расстраивает. К тому же, в целом, каждую весну у меня наступает какой-то экзистенциальный кризис, потому что зимой у меня уходят все силы и мысли на то, чтобы просто продолжать существовать, так как очень мало солнца, очень мало тепла и каких-то радостей простых. Вот. А весной я уже начинаю снова задумываться о своих каких-то целях в жизни, в правильном ли я направлении двигаюсь, что я вообще хочу делать, какие у меня планы. Вот. И немножко я в таких раздумьях все время нахожусь. Мне уже хочется просто увидеть зеленые деревья и цветы. Меня это, правда, очень сильно наполняет. Я большую часть жизни жила на юге, так что мне очень нужно солнце. Даже не столько солнце, мне нравится в целом пасмурная погода, тоже обожаю осень, очень уютно. Но мне нужны какие-то краски вокруг. Сейчас у нас только серый цвет вокруг, ни одного зеленого листочка. Вот, я уже прям жду. И чтобы не грустить, я стараюсь сама себе создавать это настроение. Сегодня я с подружкой ходила в кино. Нам очень понравился фильм. Мы ходили на Project Hail Mary. Это экранизация. Мы читали эту книжку год назад в школе. Даже не по своему желанию, но нам очень сильно понравилось. Что на самом деле удивительно, потому что я обычно не читаю научную фантастику. Это про космос. Но мне очень понравился фильм. Столько было эмоций и радостных, и таких грустных сопереживаний. Вот. Так что стараюсь искать какие-то хорошие моменты. Также я сделала вот эту гирлянду, флажки, тоже чтобы себе поднять какое-то весеннее настроение. Но все-таки надеюсь, что уже совсем скоро расцветут деревья, и можно будет наслаждаться хорошей погодой. Но пока что я потихонечку учусь уже, последние недельки. И стараюсь себя чем-то таким простым радовать. Кстати, сегодня я еще была в магазине и нашла 2 вот таких прелестных деревянных ящичка. Мне очень хочется
провести такое расхламление. Так что мне очень, кстати, были такие вот деревянные ящички. Мне не очень хочется использовать пластик. Все равно иногда приходится. Большинство контейнеров делают как раз-таки пластиковыми. Но вот эти маленькие ящички мне очень понравились. Буду в них складывать свою глину, рисовательные штуки, вязательные штуки. А сейчас давайте приготовим лимонное печенье. Я делала этот рецепт в первый раз, но с первого раза получилось очень вкусно. Нам понадобятся самые обычные ингредиенты: масло, сахар, яйцо, мука, а также цедра лимона и сок половины лимона. По желанию также можно добавить голубику, либо любую другую ягоду замороженную, а также шоколад, орехи, все что угодно. Смешиваем все ингредиенты. В последнюю очередь я добавляю голубику. Выкладываю все на противень. Я еще решила украсить оставшейся лимонной цедрой и ставлю в духовку пекаться на 180 градусов около 15 минут. Мне кажется, лимон и голубика — это такое очень весеннее сочетание. Не знаю, такие мне ассоциации почему-то. В общем-то, мне этот рецепт очень полюбился. Буду теперь готовить почаще. So I hold it in and out of time. For I belong in love. In
Всем привет! Сегодня вечер понедельника. Я написала очередной тест по статистике. Это был последний тест. Теперь осталось только 2 недели учебы, потом экзамены и все. Наконец-то учебный год будет закончен, и я смогу сосредоточиться на своих хобби, маркетах, каких-то идеях. Но мне на самом деле очень понравилось учиться в этом году. И я уже даже начала составлять расписание уроков на следующий год. Это прям такое довольно важное событие — составлять свое расписание, потому что нужно все планировать самому. Само составление расписания можно будет делать только летом, в середине июня, но я уже подготовила все, что я хочу взять. Вот такие вот сделала записи. В общем-то, просто какие предметы и для чего они будут нужны в будущих еще классах. Мне нужно определенное количество часов по разным дисциплинам, но я могу сама составлять свое расписание, какие мне предметы больше интересны. Я планирую делать упор на когнитивную психологию и поведенческую. Вот, буду изучать мозг. Мне нравится биология, и мне кажется, будет очень интересно изучать мозг и нейроны, все такое. И хочу еще попробовать какой-нибудь язык. Нужно, по-моему, хотя бы два урока гуманитарных наук. Я хочу взять какой-нибудь язык, возможно, испанский. Так что да, я занималась этим последнюю неделю, выписывала, какие предметы мне хочется взять в следующем году и для чего они будут нужны уже на 3-м году. А еще на днях в университете была выставка керамической посуды от людей, учеников, которые занимаются керамикой в университете, и они продавали свои работы, и я купила просто милейшую кружечку. Просто посмотрите на это. Это кружечка-котик. Она пойдет в мою коллекцию керамических кружек ручной работы. Мне очень хочется такую собирать, чтобы каждая кружечка была уникальной. Еще вчера мы ходили гулять с моим молодым человеком, и мы сделали очень-очень милые фотографии в фотобудке. Мне очень такое нравится. На самом деле, несмотря на то, что учебный год уже для меня скоро заканчивается, у меня еще очень много заданий, которые мне нужно сделать. За эту неделю мне нужно написать работу по психологии про Зигмунда Фрейда. Потом мне нужно сделать еще один assignment по статистике, по кодам, которые мы пишем. И также мне нужно подготовиться к тесту по логике, который будет на следующей неделе в среду. И к тесту по психологии, уже заключительному. Вот, а потом уже останутся тоже 2 экзамена. В общем, время очень быстро летит, нужно ко всему готовиться. У меня очень мало энергии. Прям все меньше и меньше и меньше и меньше. Вообще не хватает сил. Но я себе говорю, что лучше сделать хотя бы немножко, чем вообще не сделать. Так что стараюсь по маленькому шажочку делать каждый день хотя бы какую-то маленькую часть задания, если уж совсем нет сил. А так, конечно, нужно большую часть задания сделать, чтобы это все успеть. Вот. Но, надеюсь, я соберусь силами и все получится. Я прям не могу с этой кружечкой, она мне очень нравится.